Не странно, а концептуально, как и все это аниме в принципе. Всем привет, ты Кей. Прошло достаточно много времени, но это аниме меня не отпускает. Оно самое, наверное, непонятное в этом году. У меня есть общий обзор на данное аниме, вы можете посмотреть его по ссылке в подсказках или описании. Но сегодня мы будем говорить про способности. У кого какие способности и почему. Куда ты идешь? Начну я с главных героев, потому что их я буду чаще упоминать при описании других персонажей. Нагара здесь самый главный герой, поэтому множество персонажей — это в той или иной мере его отражение. Он обычный старшеклассник, который не хочет привлекать к себе внимание, хочет жить простой жизнью, и в идеале ему бы хотелось, чтобы от него все отстали. У него почти нет друзей, да и с родителем напряженные отношения. А тут скоро выпускное, что значит экзамены и время выбирать свое будущее. Нагара не хочет ничего решать, брать на себя ответственность, ему легче просто сбежать. И его способность создавать и путешествовать в другие миры. Правда, делает он это неосознанно. Поэтому, когда начался дрейф, он не смог помочь ученикам вернуться домой. Да и нужно признаться, что он одна из причин этого дрейфа. Асакадзе может манипулировать пространством, что позволяет ему летать, менять вещи местами и многое другое. По словам бывшей главы студсовета, раньше Асакадзе был посредственностью, а зная некоторые его мысли, которые слышал Цубаса, можно сделать вывод, что он весьма тщеславный. При всем этом он не уверен в себе, ему хочется, чтобы его признали. И как только он получил свою способность, он ее использовал по полной, чтобы похвастаться тем, каким крутым он стал. А больше всего, конечно, ему хотелось, чтобы на него обратила внимание Надзоми, которая ему нравится. Но Надзоми всегда смотрела на Нагару. Создается ощущение, что он недолюбленный ребенок. Воссоздавая свою комнату, он создал мишку, игрушку из детства. Возможно, это воспоминание из периода, когда родители уделяли ему внимание. В общем, Асакадзе постоянно ищет одобрения, и в то же время у него начался бунтарский период. В целом, он такой типичный стереотипный подросток. Нозоми — эксцентричная, непосредственная девушка. Ее способность — компас помогает видеть выход в реальный мир. Вначале этот выход она описывает как свет. И, как мне кажется, свет в кромешной тьме — это весьма символично. Нозоми, правда, как бабочка, летящая на свет, ведь, как мы узнаем позже, в оригинальном мире она умрет еще до выпуска. Но, несмотря на это, она хочет вернуться в реальный мир. Вернее, так она утверждает. Но все же ей страшно. Это можно понять по ее первой реакции, а еще потому, куда в итоге пришли Нагара и Мизуха, следуя ее компасу. Ведь пришли они в мир, где Нозоми жива, а значит, возможно, подсознательно Нозоми выбрала мир, в котором она не умирает. Мизуха — замкнутая девушка, которая постоянно ходит со своими кошками. Вернее, не ее кошками, а кошками ее бабушки. Сначала все думают, что способность Мизуха — это доставка вещей из реального мира, но это оказывается силой кошек. Они копировали вещи из реального мира и приносили в новый. И кошки были еще одной причиной дрейфа. Способность же Мизуха — это остановка времени. Вернее, я бы назвала это заморозкой состояния. Бабушка Мизуха болеет, и девушке тяжело принять то, что бабушка умрет, а кошек придется отдать. И Мизука хочет, чтобы все оставалось как есть. Свою способность она использует также неосознанно. Из-за ее силы ученики не умирают и не стареют в новом мире. У большинства второстепенных персонажей способности весьма простые, а из-за того, что мы знаем о них не очень много, а иногда практически ничего, то только можем предполагать некоторые моменты. И я постараюсь поспекулировать на эту тему.
С Раджани все просто. Он умный, рациональный и любознательный парень. Его способность создавать программы, которые превращаются в гаджеты, помогающие ему добраться до сути этого мира. У него есть опыт создания игр, например, поэтому программирование для него не ново. Хаята, он не бесполезный, он в темноте светится. Вернее, у него светится палец, как у героя фильма «Инопланетянин». Потому как он расписывал способности других, можно понять, что он, скорее всего, отаку. Ну, не фанат именно аниме, а отаку в смысле фанат вообще. Больше даже гик, наверное. И свою способность он считает классной, потому что она похожа на то, что было в фильме. Способность Кэпа, которого по-настоящему зовут Танигава, создавать предметы, когда он концентрируется в уединенной пустой комнате. Мы эту способность не видим, но знаем из записей Хаята. Возможно, бейсбольный инвентарь и поле создал именно Кэп. Кстати, первая сцена, в которой мы его видим, это туалет. Грубо говоря, он тоже создавал кое-что в уединенной комнате. Пони, чье настоящее имя Мачи. А Пони ее зовут, потому что она постоянно ходит с хвостиком. Она может менять предметы местами. В прошлом был небольшой скандал, а вернее слухи, и ее подозревали в подтасовке результатов выборов главы студсовета. Ну, знаете, подтасовывать, менять местами, мне кажется, весьма близкие понятия. Шанхай. Как и в случае с Раджани, имя, конечно, странное, но я где-то в комментариях видела, что имена у многих героев — это название поездов. Так что не странно, а концептуально, как и все это аниме в принципе. Она может управлять электричеством. Все, что мы знаем о Шанхае, это то, что она иностранная студентка. Ее способность, возможно, связана с характером. Она такая маленькая и постоянно злая. Эйс может пить любую жидкость, и ему будет вкусно. Тут смысл не в способности, а в контрасте. Эйс красавчик, в реальном мире он лучший питчер школьной бейсбольной команды. У него большие перспективы, он практически звезда школы. А вот способность досталась отстойная, из луж пить может. Он просто полная противоположность посредственным Нагари и Асакадзе, которым достались мощные способности. Цубаса может читать чужие мысли. Вернее, она просто постоянно слышит мысли других людей. Не то чтобы она особо выбирает, чьи мысли слышать. Свою способность она скрывает, так как понимает, что многие могут просто перестать с ней общаться. Цубаса влюблена в Асакадзе, крутого парня, который не показывает свои эмоции. И несмотря на то, что влюбилась она в него уже во время дрейфа, мне кажется, ее способность как-то связана с желанием быть особенной для своего любимого. Что-то вроде «только я знаю его настоящего». А еще, я думаю, у нее есть мысли о том, что она сможет изменить Асакадзе. Ну, вернее, не она сама, она для этого подключила Нозоми. Хотя в конце даже она бросила свою идею следовать везде за Асакадзе. Комори-сэмпай или летучая мышь обладает силой переворачивать все с ног на голову. В буквальном смысле этого слова. В детстве он хорошо умел кувыркаться на перекладине, за что ему и дали прозвище «летучая мышь». Кроме его способностей, у него есть гаджет в виде зонта, с помощью которого он может летать. Сусугасира может блокировать чужие способности. Кроме этого, мы о нем не знаем ничего. Его способность была нужна, чтобы Нагара не мог сбежать из мира Вавилонской башни. Ямабика – самая явная параллель Нагары. Он такой же неприметный ученик, который не хочет ничего решать. Он даже ушел от своих одноклассников, чтобы его никто не трогал. От него мы в принципе узнаем, что для того, чтобы выбраться в реальный мир, Нагара должен измениться, отпустить свое прошлое и свои сожаления и, наконец, открыться другим. Ямабика же пример того, что случится, если Нагара не изменится или сделает это слишком поздно. В собаку он, конечно, не превратится,
вернется, но в реальность вернуться уже не сможет. Сила Ямабика придавать физическую форму тому, что у него в голове. И, грубо говоря, он может создавать новые миры. Опять же, может создавать он эти миры неосознанно. Мир, в котором Ямабика встретил Кодаму, он и создал. И насчет созданного им мира есть некоторые теории. Первая, он создал мир, и туда пришли реальные ученики. И вторая, что и мир, и ученики были созданы воображением Ямабика. Так как в самом последнем мире, куда вернулись Нагара и Мизуха, мы видим Ямабика и Кодаму вместе, то ученики в мире Ямабика вполне могут иметь прототипы в виде его одноклассников, от которых он ушел ранее. И тогда на самом деле еще более логично, что заболели все, кроме Ямабика, потому что это была бы явная проекция его чувств. Но для сюжета нам важна именно мораль истории прошлого Ямабика, а мораль в том, что нужно меняться и открываться другим людям. そうだな。少し塩を入れすぎたみたいだ。 Кодама имеет силу, похожую на силу Асакадзе. Она также манипулирует пространством, но использует свою силу по-другому. Оживляет засохшее дерево, меняет время суток, лечит одноклассников. Серия с ней один из самых очевидных религиозных символизмов после Вавилонской башни. Тут и здание, похожее на церковь, и странная книга, которой уделяется какое-то внимание. Превращение воды в суп, правда, а не в вино, но тем не менее. И то, как Ямабика появляется в новом мире, похоже на крещение. Кодама просто добрая девушка, пусть хорошая она себя и не считает. В контексте этого аниме она практически как Надзоми, только для Ямабика. 本当は美しいと思ったんだ。 Война принес новый мир в мир, который создал Ямабика, из-за чего началась болезнь. Поэтому мы можем предположить, что война совмещает миры. По крайней мере, один мир искусства шрамов с другими. У меня было предположение, что он может еще и создавать миры с определенными правилами. Но так как Бог говорит, что война угрожает существованию новых миров, то все не так однозначно. Другой вопрос. Убивает ли война? Несмотря на его медали, я в этом сомневаюсь, потому что смерть в этом мире пока не запретена. С другой стороны, из-за болезни, которая началась с приходом войны, ученики изменялись настолько, что переставали быть живыми существами в привычном нам смысле. Кстати, пересматривая аниме несколько раз, я поняла, что за камень поставил Хоши в свой ковчег. 俺が11万635本で、そうが11万634本。 Сосети с силой реверса, то есть отката состояния мира и того, что там произошло, не совсем понятный персонаж. Вернее, просто непонятно, почему у него эта сила. Но смысл его эпизода в другом. Сначала нам показывают близнецов Со и Сейди, которые постоянно конфликтуют. Но потом мы узнаем, что это один ученик, просто случайно копированный. И тема этого эпизода в принятии себя. Со не нравится Сейди и наоборот. Но в конце, когда один из близнецов убивает другого, то чувствует, что потерял себя. Мы такие, какие мы есть, и нужно учиться жить самим собой. 遊びは今日で終わり。 Аки-сенсей совсем не сенсей. Во-первых, мы знаем, что попасть в этот мир могут только ученики. Во-вторых, вначале нам показывают настоящую учительницу. Ведет она себя совершенно по-другому. Многие ученики это тоже заметили. Ну и в конце концов, в 6 серии есть момент, где можно заметить ее школьную юбку. В 10 серии она говорит, что может слышать внутренние голоса учеников. И с ее силой все относительно. Поэтому я думаю, что у нее сила, помогающая убеждать. Можно даже предположить, что на самом деле она не меняет внешность, а просто заставляет учеников думать, что она Аки-сенсей. 恐れるな。僕たちには自由がある。 Хоши – самый загадочный персонаж. Да, это может показаться странным, но просто насчет него у меня есть несколько теорий. Но начнем с того, что мы знаем. Он сам по себе очень правильный, но манипулятивный. Его сила – это создание реалистичных видений в головах других людей. Сначала Хоши выступает как серый кардинал, предлагая Кэпу взять на себя роль лидера. Но позже, когда появляется соперник в виде Аки, он берет все в свою
свои руки. Хотя Хоши больше похож на проповедника, чем на типичного лидера. Хоши действительно верит в свою правоту, потому что слышит голос Бога. Пусть позже он от него и отрекается, что помогает ему покинуть этот мир и отправиться в путешествие на ковчеге. И в общем, у меня есть несколько теорий насчет этого персонажа. Возможно, я не права, напишите свое мнение в комментариях. Во-первых, он тот самый изобретатель смерти из мира, где школьники верят, что они дети Божьи. Все же они отправились на ковчеги, они выжили, и потом мы узнаем, что в тот мир, возможно, прибывали другие ученики. Об этом мире рассказывает Раджани в предпоследней серии. И уж очень внешне Хоши похож на того, кого нам показывают. Но у Хоши есть отличительная черта – родинка-звездочка под левым глазом, а левую сторону изобретателя нам как раз не показывают. В то же время у меня есть предположение, что этим изобретателем мог бы также быть и война, например, потому что тень рождения, когда он рассказывает об этом мире, чем-то напоминает очертания войны. Вторая теория, которая включает в себя и в каком-то смысле первую теорию, это то, что Бог — это Хоши в будущем. Хоши слышал голос Бога еще до дрейфа, а способность Хоши — это вкладывать образы в головы других людей. Так почему же будущий Хоши не мог вложить в голову самого себя какие-то мысли? По внешности у них похожие прически, но опять же, ничего мы не можем сказать про родинку, ведь Бог постоянно ходит в темных очках. В какой-то момент Бог пытается посеять сомнения в голове Хоши, что никакой он не спаситель. Может, чтоб изменить будущее, чтоб все одноклассники остались вместе и вернулись вместе. И глаз Божий рассказывает Хоши про будущее не потому, что может его предсказывать, а потому что сам прошел через это. Вы, конечно, можете сказать, что ученики не меняются. Как же Хоши мог постареть? И тут мы возвращаемся к первой теории. Хоши тот самый изобретатель смерти. Раджани говорит, что изобретатель смог создать смерть, но на кадрах, которые нам показывают, изобретатель не выглядит особо мертвым. Что если он изобрел способ избавиться от действия способности Мизухо, то есть наконец-то начать изменяться? И Бог просит Асакаджи изобрести смерть. Он, как и изобретатель, одержим идеей смерти. У него самого это не получилось, но он верит, что смерть — это спасение, и что остальных учеников еще можно вернуть в реальный мир. Я вроде перечислила всех учеников, чьи имена и способности мы знаем, и хотя бы что-то о них можем сказать. Но если я кого-то пропустила, пишите об этом в комментариях. Можете также написать свои теории, мне будет интересно почитать их. И как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока. Ты зайка. Ты зайка. Ты моя маленькая зайка.